Гипоацидность — это значит низкая кислотность желудка. Обязательно ее нужно поднимать. Нельзя оставлять просто. Обычно люди думают, что надо бороться с гиперацидностью, с высокой кислотностью. Это да. Но в 90% случаев такие симптомы, как изжога, боль в кишечнике, метеоризм, вздутие, они следствием гипоацидности являются. Что в результате гипоацидности происходит? Нарушается переваривание белка. То есть белок переваривается только в кислой среде. Особенно животный белок невозможно переварить в щелочной среде. И поэтому люди, которые говорят, что я, например, я не могу есть мясо, кто-то доходит до того, что тяжело есть творог, тяжело есть твердые сыры, даже, допустим, козий, маложирный. То есть когда возникает тяжесть при переваривании белковой пищи, особенно животные, может быть тяжело переваривать и бобовые становятся, то это всегда говорит о том, что пониженная кислотность желудка. При повышенной кислотности желудка это переваривается очень легко и быстро. Пониженная кислотность желудка — это сразу говорит о ферментативной недостаточности. Если ферментативная недостаточность, значит, недопереваренный белок попадет в кишечник. И что там произойдет? Естественно, будет дисбиоз, потому что начинает гнить, особенно животный белок недопереваренный, начинает гнить в кишечнике. И у детей часто появляется такой специфический запах, неприятный гниения изо рта. Кислотность желудка в норме должна быть от 0,8 до 1,5 pH значение. Единицу, берем средний, да? pH должно быть равно единице. Это норма. Если в желудке кислотность повышается, то есть 2, 3, 4, больше 4 это уже ставится гипоацидность, то есть кислотность пониженная. Чем выше значение pH, тем ниже кислотность. Низкий pH 1, 2 – это кислая среда. Это хорошая кислотность. Если pH больше, 4, 5, 6, то это уже пониженная кислотность, и это плохо, это гипоацидность. Так вот, при гипоацидности развивается ферментативная недостаточность. Это приводит к дисбиозу и выявляется у детей часто как запах гниения изо рта. Очень часто бывает это после вирусов. Ребенок переболел, у него возникла в результате гипоацидность, возникает вот такой неприятный запах. Надо чем заниматься? Надо поднять кислотность ребенку. И он часто отказывается от мяса вообще, в принципе, то есть от любого количества мяса. Не так, что немножко поел, и ему хватило. От любого количества мяса ребенок отказывается. Родители говорят, значит, у меня ребенок вегетарианец, да, к примеру. А здесь надо разобраться, в чем причина. Может быть, причина в том, что у него пониженная кислотность. Надо ему заняться кислотностью, поднять кислотность для того, чтобы животные белки переваривались, потому что потом возникает непереносимость молочных продуктов, молока. То есть здесь все по цепочке идет. Снижается при гипоацидности выработка гормонов, таких как холецистокинин и секретин. А они как раз влияют на моторику желчного и выработку желчи. То есть если низкая кислотность желудка, то и желчный будет плохо работать. Все по цепочке. Что нужно для этого? Можно перед едой пить лимонный сок, выжать прямо вот из половинки лимона свежую, да, выжать в объеме от чайной до столовой ложки, это для взрослого человека дозировка, от чайной до столовой ложки лимонного сока, полстакана воды теплой, и выпить вот эти полстакана до еды. Надо подбирать время индивидуально. Обычно вот с пациентами всегда мы разбираемся, как индивидуально подобрать время. От получаса до 15 минут до еды. Если вы выпили за полчаса, и у вас начинает желудок так активно сжиматься, и вы понимаете, что вы испытываете излишний голод, значит, надо есть немного раньше. Значит, надо выпивать с меньшим промежутком, не за полчаса, например, а за 15 минут. Но начинать надо пробовать сначала выпивать эту воду лимонную за полчаса. Как повышать кислотность ребенку? Также лимонный сок, добавлять в воду и давать ребенку пить воду с лимонным соком, особенно утром перед завтраком. Когда дети встают, им надо обязательно выпить по стакану воды теплой с добавлением где-то в объеме чайной ложки лимонного сока. А лимонный сок, он кислый, он повышает кислотность. Но потом, когда лимонный сок начинает всасываться у нас, попадать в лимфу, в кровь, там много калия. И калий, за счет калия лимонный сок уже его действие ощелачивающее. То есть своей кислотой, он двойной плюс, а своей кислотой закисляет желудочный сок, он закисляет желудочный сок. Но в дальнейшем при усвоении компонентов из лимонного сока, микроэлементов, там много калия, он защелачивает уже внутренние среды организма. После всасывания, да, понимаете, крови легче.
Кровь становится более щелочной благодаря регулярному употреблению лимонного сока. Лимфе легче течь. Кислотность в воспаленных местах в организме снижается, соответственно, бактериям хуже становится, они хуже себя в щелочной среде чувствуют. Но в момент, когда вы выпили, он своей кислотой кислотность поднимает. То есть нам надо, чтобы в желудке было кисло. Лимонный сок это делает. Но дальше он уже защелачивает, когда он уже ушел и всосался из желудка. Яблочный уксус то же самое. Когда вы выпиваете чайную ложку яблочного уксуса хорошего, органического, качественного, найти надо такое обязательно. То же самое делает яблочный уксус. Чайная ложка принимается с полстаканом теплой воды, и он то же самое. Он закисляет, повышает кислотность желудка, желудок становится кислый, как и должно быть. А в дальнейшем он, всасываясь, тоже оказывает общее ощелачивающее действие уже на кровь и лимфу. Если долго нет аппетита с утра, это пониженная кислотность. Возможно, он не опорожняет человек кишечник с утра, и у него естественно, нет аппетита, потому что у него не вырабатывается соляная кислота в достаточном объеме, так как организм не включается на принятие пищи, а он все еще выводит то, что было съедено вчера. То есть, может быть, и поэтому нет у человека аппетита с утра, потому что он просто еще не произошла эвакуация отработанной пищи. Не надо есть, пока не произойдет. Но это не значит, что это надо делать, скажем так, правилом своим для жизни. Надо выстроить так, чтобы с утра было опорожнение кишечника, потом возник голод, и на этот голод завтрак. Если опорожнение возникло, а голода не возникло, вот тогда это пониженная кислотность однозначно, и тогда нужно либо лимонный сок, либо яблочный уксус, либо еще есть вариант, кому-то не нравится яблочный уксус вкус, тогда есть яблочный уксус в капсулах лиофилизированный. Либо еще есть вариант, можно пить бетаин H-хлор. Бетаин, соляная кислота с пепсином или без пепсина есть. Бетаин H-хлор – это препарат, который повышает кислотность желудка. Его тоже пьют либо с едой, либо прямо перед едой. То есть вот такие классические методы. Лимонный сок, яблочный уксус, бетаин H-хлор. И сразу вам сюда к голоданию. Нельзя при голодании, понимаете, да, теперь? То есть если мы повышаем кислотность желудка, значит улучшается моторика желчного и выбрасывается желчь в двенадцатиперстную кишку. Если у человека есть склонность к рефлюксу и забросу желчи в желудок, и у него гастрит, то в таком случае, и он решил, например, сделать себе интервальное голодание, поесть последний раз в 5 часов и потом позавтракать уже в 10 утра. И вот сделать такой большой перерыв. Это хорошо для организма. Но если он в это время еще, во время этого голодания, начинает пить лимонную воду, чтобы вот защелачиваться, чтобы помочь себе, или какие-то отвары с добавлением лимонного сока или меда, то мы все время стимулируем желчный. И можно заработать себе гастрит на таком голодании с лимонной водой или на травах с лимонным соком. Когда человек голодает, когда вы воздерживаетесь от еды, нельзя пить, добавлять лимон, нельзя добавлять яблочный уксус. Нельзя стимулировать желчный. Надо пить просто чистую воду или есть какие-то определенные отвары, но так, чтобы не было стимуляции желчного. Особенно если есть склонность к гастритам и есть слабость мышечных тканей. Есть еще такой момент. Если все у вас мышцы слабые, если у человека все мышцы вялые, даже сила рук мышечная слабая, человек знает, что у него мало мышц, они не в тонусе находятся, спортом особо не занимается, да, то есть вот все мышцы слабые. То есть сфинктеры, соответственно, тоже слабые, понимаете? Если человек встает, например, ночью в туалет регулярно, то есть сфинктер мочевого пузыря не крепкий, значит, и все остальные сфинктеры и пищеварительная система, они тоже слабые. И тогда тем более, если человек хочет поголодать, ни в коем случае нельзя пить воду с лимоном, потому что эти слабые сфинктеры, они будут открываться, будет заброс желчи простимулированной в желудок. Не стимулируем желчный без надобности. Его стимулируем мы только перед едой. Поэтому пьем такие вещи перед едой. Если у человека наблюдается вот эта вот как раз сниженная кислотность, да, про которую мы сейчас говорим, то у него всегда сниженное усвоение жиров. Низкие женские гормоны обычно и все сухое. Сухая кожа, часто сохнет слизистая на глазах, сохнет слизистая в носовой полости, сухое влагалище. Если вы это наблюдаете,
надо сразу посмотреть, подумать по поводу гипоацидности. Если все время сухие все покровы, это говорит о том, что плохо усваиваются жиры. А жиры всегда плохо усваиваются на фоне гипоацидности. Никогда этого не бывает на фоне гиперацидности. Всегда плохое усвоение жира ассоциировано с гипоацидностью. Снижается секреция ферментов поджелудочной железы, и, соответственно, и углеводы плохо перевариваются, идет набор веса именно на фоне гипоацидности. Люди с гиперацидностью, с высокой кислотностью желудка, им сложно набрать вес как раз-таки. А вот как раз люди, которые имеют лишний вес, они, 90% людей имеют гипоацидность. И надо иметь еще в виду, что с возрастом, с каждым 5 годами после 30 лет кислотность желудка физиологически снижается, если человек не занимается активно спортом, например, то есть не поддерживает гормонально себя с помощью спорта, спорт всегда влияет на выработку гормонов, то в этом случае надо понимать, что мышцы теряются, тестостерон теряется, даже и у женщин тестостерон очень важен, сфинктеры ослабляются, кислотность снижается, то есть надо всем этим заниматься. Если вес растет, значит гипоацидность присутствует. Углеводы не перевариваются. Снижается усвоение белка, так как мало ферментов на фоне низкой кислотности желудка. Отсюда идет накопление токсинов. Запах гнили, мы сказали, да? В тонком кишечнике, сколько бы бактерий человек не принимал, все равно будет постоянный дисбиоз. Симптомы какие дисбиоза? Метеоризм, вздутие живота, боль в кишечнике, кандида, с которой очень тяжело справиться, паразитозы. И по К-программе, анализ кала, всегда видна непереваренная пища. Если пища не переваренная, значит это гипоацидность, и значит надо работать с кислотностью желудка еще раз. Снижение иммунитета, дети часто болеют на фоне гипоацидности, и бесполезно иммуностимулировать их, потому что токсины продолжают поступать, и иммунитет на этом фоне, конечно, падает. То есть следите, чтобы не было у детей запоров, чтобы не было неприятного запаха изо рта, метеоризма, вздутого живота. Это все признаки низкой кислотности желудка. Какие еще, может быть, визуальные причины? Сахарный диабет часто ассоциирован с гипоацидностью. Полипы различные в разных органах с гипоацидностью, все аллергии с ней же, аутоиммунные заболевания. С щитовидной железой часто возникают проблемы гипотереоз на фоне гипоацидности. Еще часто женщины с гипоацидностью приходят к косметологу, чтобы что-нибудь сделали с красной бабочкой на лице. То есть когда возникает стойкое покраснение, или еще называется розация, скулы, щеки, которые прилежат к крыльям носа, и нос иногда тоже. То есть стойкое такое покраснение этих зон. Это тоже признак, как раз первый признак гипоацидности. Артриты – это признак гипоацидности. И когда есть непереносимость продуктов, таких как глютен и молочные продукты, если это не генетическая непереносимость, то всегда ассоциирована с низкой кислотностью. Если акне появляется у взрослых, не у подростков, тоже гипоацидность. Ну и анемия часто тоже связана. У беременных, кстати, потеря вкуса и запаха связана тоже с пониженной кислотностью. Остеопороз, отсюда же вот это все с низкой кислотностью связано. Сейчас скажу почему. Есть такие вещи, как, например, ингибиторы протонной помпы, да, которые принимают люди при гастритах, такие как амес, амипрозол, да, такие препараты. Они снижают продукцию соляной кислоты. И возникает как раз пониженная кислотность. К чему это приводит? Это приводит к плохому всасыванию кальция, потому что кальций всасывается только в кислой среде. Норма pH для всасывания кальция как раз вот единица. И железо. Потому что только в кислой среде, когда pH единица, соляная кислота высвобождает железо из протеина. То есть когда у человека гипоацидность, сразу видно по анализу, сколько бы он железа не принимал, оно у него постоянно будет падать. Держится месяц, перестали принимать, упало или плохо поднимается. Плохо поднимается витамин D при длительном приеме даже. Плохо всасывается кальций, наблюдается остеопороз. Вот это все признаки низкой кислотности желудка. Часто нехватка цинка наблюдается. Часто у таких людей низкая щелочная фосфатаза. Дефицит белков виден в крови, в общем анализе крови общий белок низкий. И гниение белка в толстом кишечнике, все проявления, я сказала, какие бывают. Диагностика как проходит. Вот либо вот вы ориентируетесь на эти все моменты, клинические проявления, либо можно сделать анализы, если хотите, не просто субъективные, а объективные данные. Можно сделать pH-метрию, либо делается pH-метрия быстро в 9 точках, визуально оценивается 12-перстные кишки,
во время гастроскопии. Делается это натощак. Кислота обычно поднимается при глотании зонда, и поэтому такая pH-метрия, она недостоверна. Более достоверная pH-метрия, которая производит в 3 этапа в течение 2-3 часов. Называется она зондовая внутрижелудочковая pH-метрия. То есть сначала меряют натощак кислотность, она должна быть, вот мы говорим, до 2, да, до 1,5. Потом дают раствор соды и оценивают скорость выработки кислоты на эту соду, как она гасится. Потом дают либо 5% раствор спирта, либо капустный сок и оценивают качество и количество соляной кислоты на пищу. Вот это более достоверная, то есть вот такая зондовая внутрижелудочковая pH-метрия в 3 этапа в течение 2-3 часов. Какое делается лечение? Лечение при пониженной кислотности желудка. Обычно за месяц можно вернуть кислотность. Во-первых, мы говорим, при каждом приеме пищи принимать либо яблочный уксус, в пропорции я сказала, либо лимонную кислоту, либо можно принимать бетаин, гидрохлорид. Как понять еще? Я вам все стараюсь дать разные методы, чтобы вы поняли, как оценить, да? Как понять, что кислотности не хватает? Вот у вас есть подозрение, вот все, что я до этого говорила, и вы клинически говорите, а у меня вот это есть. Может, у меня пониженная кислотность? Как понять? Вот можно выпить тот же яблочный уксус, чайную ложку, полстакана воды и отследить. Если в течение получаса, не дольше, на вот эту пропорцию яблочного уксуса не появилось тепло в желудке, это уже гипоацидность. Либо, если у вас есть возможность купить бетаин-гидрохлорид, выпивается 1 капсула, не появилось, если тепла в желудке, вы принимаете просто пищу через полчаса, в следующий раз вы выпьете 2 капсулы. И так по количеству капсул человек выпивает, пока не почувствует прямо вот разливающееся тепло из зоны желудка. И тогда становится понятно, насколько у него гипоацидность запущена. У некоторых до 6-7 капсул надо выпить бетаина для того, чтобы, уксуса, это, я не знаю, наверное, там ложки 3 столовых в эти полстакана. То есть, представляете, да, не нужно уксус доводить до такой концентрации. То есть сколько нужно кислоты, чтобы поднять кислотность желудка и появилось это ощущение теплоты. Когда бетаином хлоридом вы на определенном количестве капсул, допустим, вот на 4 капсулах вы почувствовали тепло в желудке, значит, надо принимать будет на регулярной основе на 1 меньше. На 4 вы почувствовали тепло в желудке, значит, надо регулярно будет принимать 3 капсулы бетаин-хлорида за полчаса, там, за 15 минут до еды будет написано. Если вы проходит время, например, неделя, и вы уже на 3 капсулах чувствуете тепло, отлично, значит, уменьшаете еще на капсулу и принимаете 2 капсулы. То есть, понимаете, да, понижать постепенно будет увеличиваться кислотность желудка. Ферменты. Обязательно нужно идти параллельно с ферментами, работать с гипоацидностью, потому что вы понимаете, да, низкая кислотность, соответственно, ферменты не работают при низкой кислотности и не разбирают ни белки, ни углеводы, ничего. Желательно брать ферменты в первое время с желчными кислотами, потому что при низкой кислотности, вы теперь уже понимаете, и желчный слабо работает. Например, особенно беременным или на ГВ, когда на грудном вскармливании женщина находится, часто кислотность падает. Там есть свои причины, аутоиммунные, скажем так, потому что организм воспринимает ребенка как агрессию некоторую, да, особенно в первый триместр. В принципе, меняются нормы анализов, и понижается кислотность часто. И сложно становится усваивать белок, и пища составится, возникают токсикозы, тошнота за счет того, что замедляется метаболизм резко. Причем особенно бывает, что еще буквально там, задержка 2 дня, а кислотность уже резко понизилась, потому что организм-то уже знает, что у него там чужеродное тело появилось, и пока еще иммунная система не ослабла достаточно, она агрессивна, и хотя никто не знает о беременности, но уже иммунная система очень агрессивна, и это приводит к понижению кислотности желудка, и в дальнейшем к токсикозу. Женщина-то ест как раньше, а что-то стоит еда, и с утра за ночь печень не переработала так, как раньше, и с утра тошнота возникает. И вот в этом случае важно давать все, что я до этого перечислила, все, что может подойти на повышение кислотности желудка, и плюс ферменты с желчными кислотами, особенно вот в первый триместр, если возникает. Желчные кислоты помогать будут перевариванию жира также. Но желательно давать ферменты, которые с
бетаином уже сразу и без животных ферментов. Они растительные ферменты. Это лучше, потому что животные ферменты, они приводят к тому, что может атрофироваться выработка наших собственных ферментов. Их можно принимать только короткое время. Растительные ферменты, они помогают, но не замещают работу наших собственных органов. Такие ферменты, например, как бромелайн, хороши, но бромелайн надо следить за ним. Он может давать через некоторое время, где-то через 5-6 дней приема вздутие. Если это возникло, но это не ваш препарат, тогда это бывает, может быть, у 1 из 10, но надо про это знать, что может возникнуть вздутие на фоне приема бромелайна. Ферменты должны быть кислотоустойчивы, очень хорошо, и при этом они растительный, там, допустим, папаин, да, дополнительно. Есть ферменты, которые помогают дополнительно переваривать зерновые. Если у человека на фоне пониженной кислотности наблюдается целиакия, да, и он плохо переваривает глютен. То есть разные ферменты, которые решают эти проблемы. И если это не генетическая проблема, тоже можно сделать генетический анализ при желании тоже, если у кого есть. Потому что если все время есть то, что организм не переносит генетически, например, зерновые те же самые, но это бывает редко, чаще всего молочные продукты человек не переносит генетически, а лактазная недостаточность генетическая, то в этом случае бесполезно пить ферменты с лактазой, лучше просто исключить продукты, все молочные, в которых есть лактоза и которые человек не может переварить. Но если вдруг он пошел куда-то в гости, и там, не знаю, были сырники, надо всегда с собой иметь это ферменты, если знаешь о своей такой особенности. И можно выпить ферменты с лактазой, и эти сырники одноразово пройдут нормально, безопасно. По поводу пробиотиков, которые также будут нужны при работе с гипоацидностью, важно обращать внимание на то, чтобы была правильная концентрация пробиотиков. Это должно быть где-то от 10 до 100 миллиардов в день. К сожалению, большинство пробиотиков, которые продаются, они в очень низкой концентрации. И эффективнее, конечно, брать симбиотики или синбиотики, так называемые, в которых есть и пребиотики, и пробиотики. Нужно хотя бы, чтобы было порядка 5 миллиардов единиц в одной капсуле. У Солгар, например, есть повышенный многомиллиардный дофилус. Вот там как раз лактобактерии находятся, которые чаще всего и страдают при пониженной кислотности. Как раз вот в этом препарате лактобактерии там 5 миллиардов микроорганизмов в одной порции. Но бактерий мало. Можно и козий йогурт делать из сырого молока, но этим бактериям надо же на чем-то жить, им же надо что-то есть. И едят они пребиотики. А пребиотики – это те вещества, которые не перевариваются ферментами нашего желудочно-кишечного тракта, не всасываются в нем, но при этом эти пребиотики едят микроорганизмы. В частности, из зелени. Листовая зелень почему так важна? Как раз вот в ней содержится много этих веществ, пребиотиков, на которых хорошо растут наши полезные бактерии, наши пробиотики. То есть это пищевые волокна такие определенные. Соответственно, к примеру, нормальному человеку здоровому не нужно обычно принимать дополнительно еще и пребиотики. Достаточно съедать в течение дня зелени, грамм 50 хотя бы зелени. И этого достаточно для того, чтобы были пребиотики для наших бактерий. Особенно хорошо яблоки. Знаете, да, английскую пословицу, что яблоко в день, и доктора будут держаться от вас подальше. Вот как раз это об этом. Яблочный пектин является одним из лучших пребиотиков для полезных бактерий, для нашей микрофлоры. Поэтому обязательно надо находить хорошие, кривенькие, обычные яблоки, необработанные, вымачивать их полчаса в содовом растворе, чтобы как их везли, что на них там есть, да, и просто помыть их хорошо щеточкой. И детям, и сами обязательно ешьте яблоки, потому что яблоко, каждый день съеденное яблоко, это вы покормили даже не столько себя, вы покормили свою микрофлору. Зелень то же самое. В аюрведе очень широко используется псилиум. Это шелуха семени подорожника, определенный вид подорожника. Он очень мягкий, не травмирует слизистую. Мало того, что выступает как сорбент, впитывает в себя еще токсины, помогает вывести все это из кишечника, но он еще к тому же и является пищей для наших бактерий. Там обращаю на него отдельное внимание. И еще есть такая вещь, как инулин. Инулин в капусте присутствует, например. Не всеми легко переносится инулин. Если недостаточно у вас полезных бактерий в организме,
то будет газообразование на крестоцветные, на капусту. И здесь вот как раз для вас тоже тестирование. То есть если недостаточно у вас полезной микрофлоры, то она не переварит этот инулин из крестоцветных, да, и, соответственно, будет вздутие живота. Значит, надо наращивать микрофлору. Как только вы ее нарастите, поверьте мне, капуста не будет вызывать никакого дискомфорта, в каком бы объеме вы ее, в пределах разумных, да, не съели. Если яблоко плохо переваривается, то печеные подойдут, но печеные лучше, чем ничего. Печеные яблоки лучше, чем ничего, хотя, конечно, лучше термообработке не подвергать. Но если, вот как раз видите, да, понимаете теперь, что значит яблоко не переваривается? То есть микрофлора истощена. Оно не то, что не переваривается, его некому переваривать, потому что мы и не перевариваем эту клетчатку, которая есть, неперевариваемая клетчатка из яблока, это яблочный пектин, там есть и перевариваемая, и неперевариваемая. Так вот, как раз вздутие происходит из-за того, что некому съедать эту клетчатку, которая для нас неперевариваемая, этот яблочный пектин. И с инулином то же самое. Это для вас еще один маркер, что надо заняться кислотностью, и надо заняться ферментами, и надо заняться флорой. Вначале все это давать, а потом только хорошая кислотность будет обеспечивать вам и ферменты, и микрофлору. Что еще важное? Есть еще такое вещество, как бутират называется. Это тоже очень-очень важное вещество для нашего организма. Бутират натрия, например, да, или бутират калия. Это вещество, которое вырабатывается нашей микрофлорой, и оно важно и для нас, и для микрофлоры. Почему? Оно снижает воспаление. То есть без этого вещества невозможно победить язвенный колит, болезнь Крона. В сердечно-сосудистых заболеваниях большую роль оно играет при лечении. Рак толстой кишки возникает при дефиците бутирата. Что это за бутират? Его источник. Бактерии вырабатывают полезный этот бутират. Производят они из клетчатки его. Кроме того, он есть в кефире. И для веганов, если говорить, то это чайный гриб. То есть есть несколько путей. Можно кормить наши бактерии, это идеальный вариант, да, иметь хорошую популяцию здоровых бактерий, и они будут сами вырабатывать этот бутират из клетчатки. Другой вариант. Можно вносить в виде кефира или в виде чайного гриба, и тогда тоже бутират будет выполняться, его количество, концентрация. Но больше всего его содержится в масле ги. Почему, еще раз говорю, не раз уже об этом говорила и писала, что масло ги – это жидкое золото, его называют в аюрведе. Вот хотя бы по той причине, это одна из причин, их на самом деле много, то именно в масле ги, в топленом масле, в обычном топленом масле, бутират находится уже в готовом виде. То есть если у ребенка, почему начинают масло ги, например, в аюрведе рекомендуют давать с самого раннего возраста, буквально с первых дней жизни, ребенок находится на грудном вскармливании, и ему дают слизывать буквально вот там на сосок наносят чуть-чуть масла ги. Как раз вот в частности вот этот бутират, потому что на нем начинает формироваться флора, которую он получает у мамы, слизывая с соска эту флору, выпивая ее грудное молоко. Но этой флоре нужно на чем-то жить, у него же нет еще ни клетчатки, ничего. И если у мамы мало жира в молоке, то вот масло ги может в этом помочь. Или у ребенка какая-то инфекция кишечная возникла, тоже масло ги очень помогает быстро восстановиться, да, и ребенку, и взрослому. И это одно из основных вообще лекарств аюрведических, с помощью которого убирают воспаление в кишечнике. И есть в аюрведе такая даже процедура, когда делают клизмы из короткоцепочных жирных кислот. Это может быть кокосовое масло или то же самое топленое масло. Дважды в день в течение 6 недель. И есть исследования современные, которые показывают, что эта процедура и плюс псилиум принимать, то есть всего-навсего масляные микроклизмы 2 раза в день и псилиум, вот эта вот шелуха подорожника, излечивали от язвенного колита. То есть понимаете, да, вот эта вот значимость бутирата этого, ее сложно переоценить при каких-то воспалительных заболеваниях кишечника. И простое топленое масло закрывает все, потребность будет по бутирату, даже если нарушена микрофлора. Поэтому после отравлений очень важно топленое масло, да.